Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители и подписчики канала Рыболовные сети и рыболовные мережи. Сегодня мы посмотрим еще один момент. Непосредственно я сейчас изготавливаю, по-разному ее там называют. Это или рыболовное крыло, или рыболовный отбойник для мережи. Как правило, без разницы, там, скажем, мережа, или закол, или ставник, да, изготавливается принцип один и тот же. Только есть небольшое различие. Потом я вам покажу на примере посадки, скажем, рыболовного там отбойника, подкрылка или еще что-то. Это мелкой ячеи. К примеру, если изготавливать ставник с мелкой ячеей, там, скажем, на мелкую рыбу, да, если ячея составляет там 8 миллиметров, 8, 10, там 12 миллиметров, вот такая мелкая ячея, то там непосредственно уже посадка идет по низу, чтобы рыба не уходила и не проходила по низу, да, чтобы не убегала, скажем, под крылом или отбойником, потому что вот, допустим, здесь, как мы еще и раз вернемся, если дель, этот отбойник составляет, там, скажем, 5 метров по высоте, да, ячея, скажем, здесь 30 миллиметров, то, что, как я вам и рассказывал, садим вот небольшое расстояние, да, скажем, в 2 раза садится это расстояние садовое, в 2 раза меньше, чем поверху. И так как дель резаное полотно, то сад мы производим не в крайней яче, да, а в предыдущий ряд. Вот я произвожу посадку данного изделия, рыболовного изделия, в предпоследний ряд. Если садить непосредственно в крайнюю, последнюю, то вот эти узелки, они, как правило, развязываются. И потом у вас со временем все измотается, и сад у вас уйдет. Практически то же самое, как и сети вы изготавливаете, да? Изготавливаем сети. Здесь идет 100 грамм на метр грузовой шнур. На отбойниках, крыльях мереж применяют как, допустим, грузовые шнуры уже готовые. Также прогоняют шнуры, допустим, если более сильное течение или более грузовой тяжелее ставится, да, порядка там 250 грамм на метр. Кому-то необходимо загрузить больше, там 500 грамм на метр ставятся грузовые шнуры. Или также прогоняют цепь. Шнур и уже подвязывают цепь. На сегодняшний день, скажем, цепи, они разнообразные стали готовиться, да. Ну, как по старинке, если кто видел или там знает по старым как бы изделиям, по старым, то простые цепи применялись, но они ржавеют, да, они окисляют дель меньше служит, скажем, больше ее износ. Так эти изделия, которые готовили еще со времен Советского Союза, они еще некоторые ими пользуются, да, и они еще до сих пор служат, если хорошо, правильно там сделано. Раньше материалы как бы применяли немножко по-другому, да, и старались отбойники крылья забивать колья в землю, да, и верхние подборы не было, а просто было собрано там на веревку и накидывали эту дель просто на колья. На колья накидывали, растягивали, и тем самым преграждали рыбий ход и направляли ее куда-то, куда необходимо, поток этой рыбы. Сейчас разнообразие всяких рыболовных шнуров применения. То есть, если какие-то вещи уже готовятся, они готовятся на долгий срок службы, то есть хватит не только вам, но и вашим потомкам. То, что я хотел еще показать внимание, да, здесь непосредственно садовое значение берется совершенно другое, не как на сетях. Садовое значение, вот это расстояние, оно берется совершенно по-другому.
оно не рассчитывается, как мы уже с вами в предыдущих роликах рассматривали по сетям, да, изготовление каких-либо сетей, то здесь садовое значение совершенно другое. Это вот как бы пример, оно то же самое, на огниво садится, да, непосредственно петли. Ну, просто я вам показываю тот момент, который выглядит практически то же самое. Есть разнообразие, я говорю, что по мелкой ячее, потом я буду готовить, я вам покажу, как там делается, немножко по-другому совершенно происходит посадка, и ставник делается немножко с мелкой ячеей совершенно по-другому. Сейчас я готовлю это мережа рыболовная, да, потом еще буду делать я ставник, рыболовный ставник, не ставник, а закол. Ставник я буду делать позже, пока буду делать потом с заколом непосредственно. Сделаю еще, подготовлю пару мереж, да, ну, порядка высотой крыльев это будет 5 метров. Ну, а потом уже покажу, как непосредственно какие-то моменты по заколу, где-то буду я его готовить метров 9 по высоте. То есть низ берется садовое значение в 2 раза меньше, чем верх. Спасибо за внимание. Следите за новостями. Будем продолжать. Буду я вам показывать. Буду показывать изделия, которые сейчас в данный период времени я буду делать, готовить. И вы их увидите непосредственно на практике. Увидите их в действии. Как они ловят рыбу. Спасибо, всем хорошего дня, удачи и отличного настроения.